Привет, друзья! Добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о самых волшебных праздниках в России, о Новом Годе и о Рождестве. Почему они такие особенные? Какие традиции существуют? Обо всем этом я вам расскажу в этом видео. Уже очень скоро, 25 декабря, католики будут праздновать Рождество. А вот в России православные христиане отмечают Рождество 7 января. Вы знаете почему? Все дело в календарях. В католических странах используется Григорианский календарь. А вот в Русской Православной Церкви используется Юлианский календарь. Поэтому мы отмечаем Рождество на 2 недели позже, чем католики. Вы, наверное, знаете, что в России Новый год – это самый главный праздник, намного важнее, чем Рождество. Все началось в советское время, когда празднование Рождества было запрещено. После революции 1917 года новая советская власть запретила все религиозные праздники, потому что считали, что религия – это пережиток прошлого. Что значит пережиток прошлого? Это значит, что религия – это что-то старое и совсем ненужное. Так считала новая советская власть. Поэтому все религиозные праздники были запрещены, люди не могли их отмечать, не могли праздновать, а все церкви закрывались. Но люди продолжали отмечать праздники, но они это делали в секрете, тайно. И так сохраняли традиции. Но люди хотели веселиться, хотели украшать елку, хотели друг другу дарить подарки, хотели праздника. Так Новый год стал главным праздником. Сегодня это семейный праздник. Все собираются за столом, едят вкусные блюда, разговаривают, танцуют, веселятся, дарят друг другу подарки и смотрят новогодние фильмы. Как же мы отмечаем Новый год? Вечером 31 декабря вся семья собирается за праздничным столом. Обычно на столе можно увидеть салат оливье. Это салат из овощей, из картошки, морковки, зеленого горошка, также из яиц, колбасы и майонеза. Еще мы едим селедку под шубой. Селедка – это соленая рыба, и к ней добавляют овощи, свеклу, морковку, картошку, и все это заправляется майонезом. Еще обычно на стол кладут черную или красную икру, а также мандарины. В полночь президент России поздравляет страну с праздником. А после боя курантов, куранты – это большие часы на башне, на Спасской башне, после этого мы загадываем желание. Мы не едим виноград, как в Испании, но у нас есть другой ритуал, другая традиция. Мы записываем желание на бумаге, потом сжигаем его. Пепел бросаем в бокал с шампанским
И после этого надо выпить шампанское. После этого желание точно сбудется. Угадайте, чем пахнет Новый год? Для меня Новый год пахнет мандаринами. Почему? Потому что, когда я была маленькая, в России можно было купить мандарины только зимой. И они были очень дорогие. Поэтому мои родители покупали мандарины только на Новый год. Поэтому этот фрукт для меня символ Нового года. Даже сейчас, когда я уже взрослая, но я открываю, чищу мандарин, даже летом, иногда я его нюхаю и вспоминаю про мой Новый год, когда я была маленькой девочкой, и что я тогда чувствовала, как я радовалась. Какие существуют символы Нового года? Самые главные символы и персонажи Нового года – это Дед Мороз и Снегурочка. Кто же они такие? Кто это Дед Мороз? Дед Мороз похож на Санта-Клауса. Он носит длинную красную шубу, валенки, большой мешок с подарками и волшебный посох. Посох – это значит большая палка. У него есть внучка, и ее зовут Снегурочка, что значит, что она сделана из снега. Они всегда вместе. Снегурочка всегда помогает Деду Морозу. Она его верная помощница. Они приносят очень много радости и подарков детям. Все дети в России верят в Деда Мороза и всегда с нетерпением его ждут. Я помню, что когда я была маленькая, мне было 9 лет, я очень хотела иметь куклу Барби. Это было мое желание. И я попросила у Деда Мороза, чтобы он мне принес куклу Барби. Я написала письмо с этим желанием. И 31 декабря позвонили в дверь. Это был Дед Мороз. Я побежала открывать дверь, и там за дверью был подарок. Большая коробка с куклами. Я была так рада. Я помню, что от радости у меня дрожали руки, от волнения и от радости. Потом, через несколько дней, я рассказала своей лучшей подруге, что Дед Мороз на Новый год мне принес в подарок куклу. Но моя подруга сказала, что Дед Мороз не существует, что Снегурочка тоже не существует, что это родители приносят подарки под Новый год. Это был неожиданный момент для меня. Я этого не ожидала. И в тот момент я узнала что-то новое об этом мире и стала немножко взрослее. После Нового года, 7 января, мы празднуем Рождество. Это семейный праздник. Верующие, люди, которые верят в Бога, которые ходят в церковь, готовят 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов. Одним из блюд, самым главным блюдом на рождественском столе, считается кутья. Это сладкая каша с медом, изюмом и орехами. Теперь вы знаете, как мы празднуем Новый год и Рождество в России.
Какие традиции вам понравились больше всего? Напишите мне в комментариях. А я прощаюсь с вами, поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом и желаю вам много счастья, здоровья, успехов, любви в новом наступающем 2025 году.